Почему он такой маленький? И всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре Mazda CX-5. Это давно уже народная любительница, и давно она уже сидит в топах. Сейчас мы разберем, стоит ли она ваших денег, стоит ли она ваших ожиданий, или же все-таки мы найдем какие-то минусы. Te tengo todo pa' mí. Estoy segura que tú no te quieres ir. Dice Tuki mami, estoy puesto pa' ti. Espérame, nuita, que esta noche no te dejo dormir. Besa lo que te puse tuyo. Tú eres mi papi, lo digo con orgullo. Смотри, какая она подтянутая, агрессивная, вся такая, знаешь, как будто она только что вышла с пробежки, пробежала марафон. Она выглядит очень агрессивно. Эти решетки, эти бампера, обновленные фары, кстати, у них очень красиво выглядят, очень интересно совмещены. Как будто, знаете, на модели BMW 5 серии очень красиво выглядит все. Сегодня у нас автомобиль с 2-литровым бензиновым атмосферным двигателем. В целом он выдает в среднем 150 лошадиных сил, но также у CX-5 присутствует мотор с 2,5 литров бензином. Там приблизительно 180 лошадей. Вот. Но эта машина не о том, чтобы погонять по городу или там понаваливать с кем-то. Это машина о надежности, о маленьком расходе, об экономии. В целом возьмете, будете экономить, я думаю, очень хорошо. Вот. Этот мотор достаточно надежный. И что еще могу в целом сказать по автомобилю? Он реально выглядит очень хорошо, но автомобиль подходит всем, мужчинам, женщинам, но лично мое мнение, что этот автомобиль идеально подойдет, если вы женщина, либо же мама какая-либо, либо просто молодая девчонка, хотите комфортно передвигаться по городу, у вас будет достаточно места в машине, у вас будет достаточно мягкая, комфортная ходовка. Вот. В целом это все. Так, давайте взглянем на подкапотное пространство. Первый минус, который сразу бросится вам в глаза, который я вам скажу, честно, без всякого вот этого. Почему на машине 23 года нету газовых стоек? Почему здесь эта палка? Зачем она нужна? Ребят, еще очень большой минус, когда машина нагревается, вот эта палка, она раскаленная. Тут есть, конечно, прорезиненная, но она вам не поможет. Когда мотор раскаленный, ну, вы не можете просто поставить эту палку. Пока эту дырку найдешь, я не знаю, у тебя 3 года пройдет, у тебя уже внуки родятся. Но сейчас не об этом. Давайте взглянем на подкапотное пространство. Значит, у нас все также выполнено компактно, минималистично, но здесь у нас намного больше места, чем было в Артеоне. У нас много свободного пространства здесь, но также вы можете легко достигнуть всех элементов, которые вы хотите. Вот, двигатель у нас оснащен технологией SkyActiv G. Также у нас здесь шестиступенчатая коробка автомат с фирменной технологией SkyActiv от Mazda, что обеспечивает плавное переключение передач без всяких пинков, без всякого такого. Мы прокатились уже и могу сказать, да, на самом деле она не пинается. Ну, в целом едет хорошо, но сегодня мы будем по-настоящему обозревать со всеми минусами. Мы будем говорить напрямую. Давайте взглянем на салон. Посмотрим, что нам покажет Mazda. Так, сразу, что бросается в глаза. Это у нас кожаные сиденья на всех 4 сиденьях. У нас здесь искусственная алькантара, ну, замша в простонародье. Вот, в целом, садимся в автомобиль, но, скажу честно, садитесь и думайте, это точно Mazda? Все так красиво выполнено, все аккуратненько, компактненько. Все очень интересно выглядит. Так, что можем сказать? У нас здесь есть автоматическое открывание багажника с кнопки. У нас есть ассистенты парковки. У нас есть мультируль. У нас есть круиз-контроль. Так, у нас здесь есть еще беспроводная зарядка. Вот. Есть у нас здесь переключение на спорт-режим. Вот. Также вот видим здесь сразу такая консолька, удобная шайба, как в Мерсах, как в BMW было, переключение звука. Но что скажу насчет мультимедии, мы позже про нее поговорим. Вот. Мультимедиа, если честно, здесь скажу наперед, слабенькая довольно-таки, но к этому мы перейдем чуть позже. Что, друзья, все мы помним мой рост. Давайте попробуем уместиться сюда.
и посмотрим, что нам покажет здесь. Но, как я вижу, здесь мне будет не очень комфортно. Давайте попробуем. Ой, блин. О! Ну, Mazda. От семейного кроссовера мы не ожидали такого. Достаточно мало места сзади. То есть высокому пассажиру здесь будет не очень комфортно передвигаться. Также есть подлокотник, но это как везде в целом. Вот. Без доступа в багажник. Ну, подлокотник на 2 подстаканника. Нету никаких задних климатов. Нету ничего. Подогревов. Ну, об этом даже будем молчать. Mazda, разочаровывайте. Почему так мало места? Переходя в заднюю часть автомобиля, мы сразу видим шильдик All-Wheels Drive, что означает, что этот автомобиль у нас полноприводный. Также сразу в глаза бросается раздвоенный выхлоп. Я не знаю, зачем вы это сделали, но ладно, выглядит, в принципе, прикольно, глаз радует. Но, что мы говорили про капот, что нас не порадовали газовые упоры. Здесь есть электропривод багажника на открытие, а также закрытие. Почему он такой маленький? Так, у нас здесь багажник вместительностью 522 литра, что действительно смешно, потому что даже в Артоне было больше. Но если мы сложим задний ряд сидений, будет 1620 литров. Ну, это на 120 литров больше, чем было в Артоне. И приближено к Прадо. Но в целом далеко. Но, я скажу так, здесь правда мало места. Ну, очень маленький багажник, но для маленьких таких вещей пойдет. Также здесь есть нижний отсек под запасное колесо. Есть у нас компрессор на надув колес. Вот. Так, тест на человека мы проходить не будем, потому что, ну, я сюда не залезу, ну, это ужас. У нас есть всякие крючки есть, вот, всякие такие, ну, я не знаю, мне кажется, это бесполезно, потому что это выполнено не очень аккуратно, как это было в Артоне. В Артоне было все практично, но это VAG. Но здесь у нас надежность. Япония, Mazda. Ну что ж, друзья, давайте перейдем к тест-драйву, посмотрим, что она может. Также, что еще хотел дополнить про салон, это у нас здесь есть подогрев руля, 2 подогрева передних сидений, климат-контроль двухзонный. В целом, это все. Также, что я хотел вам сказать про мультимедию. Мультимедиа здесь выглядит довольно старо, потому что все-таки автомобиль 2023 года хотелось бы увидеть что-то более современное, более красивое. Но, насколько я знаю, это то, что в некоторых Маздах есть CarPlay. И, возможно, он здесь тоже есть, кстати говоря. Честно говоря, я это не знаю. Но я слышал от многих владельцев Mazda, что CarPlay у них, он проводной, во-первых, а во-вторых, что он очень сильно глючит и тупит. Это что могу сказать по первым признакам. Но, по-другому, что я могу сказать вам, это то, что музыка здесь довольно хорошая, довольно приятная музыка здесь. Ну, в стиле Mazda, как бы, не могу сказать, это там не Бен Олufsen или там Bose, как в Audi. Но в целом довольно приятная музычка, приятно звучит, ушам приятно. Здесь есть эквалайзер музыки, вы можете отрегулировать это под себя и будет очень хорошо звучать. Также хочу еще обратить ваше внимание на то, что рулежка здесь также очень комфортная, очень приятная. Несмотря на то, что это все-таки кроссовер, она рулится довольно-таки хорошо. И вот, кстати, мне очень нравится, что здесь приятно, это то, что машина чувствует, когда горка, и вне зависимости от того, газуете ли вы или нет, она сама поднабирает обороты, чтобы в машине было более комфортно ехать на склонах и подъемах. Ты не исправишь меня, мама, небесная манна. Тут и так много брани, давай не надо. Мы пробиваем варианты, летели птицы. Посадили Михаила, вышел в 30. Меня менял учитель, мол, пора взрослеть. Учеба прогремела, а я давай петь. Как я и говорил, эта машина не про скорость, не про динамику какую-то бешеную, поэтому я не вижу смысла мучить ее, как-то шатать этот мотор, шатать эту машину. Потому что, ну, в этом нету смысла, правда. Лучше не нужно этого делать. И вам тоже не советую на таких автомобилях это делать, потому что надежность надежностью, но все-таки, если оно случится, то это случится у вас один раз. Если вы хотите посмотреть, как мы будем раздавать,
Ждите следующие выпуски, обещаю, это будет очень интересно. Ну что ж, друзья, увы, этот выпуск подходит к концу. Это была Mazda CX-5. Как я и говорил, автомобиль в целом хороший, есть свои недостатки, как и в любом автомобиле. Но количество плюсов, надежность перекрывает все минусы. В целом, очень хороший автомобиль за свои денежные средства, за свой расход топлива. В целом, отличный автомобиль. Ну что ж, с вами был DM Cars. Увидимся в будущем. За городом полная, а я луна. А если ветром вдаль, то бишь никуда. Ночи бесследно ведут в тупик. Улетали птицы, я с этим свык. За городом полная, а я луна.